Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я расскажу, как приготовить очень вкусный домашний яблочный пирог на кефире по рецепту моей бабушки. Все готовится очень просто, быстро, без миксера и из доступных продуктов. В глубокой миске соединяем 200 граммов сахара и щепотку соли. Сегодня я делаю лимонный вариант, поэтому дополнительно натираю цедру одного лимона, захватывая только верхний желтый слой. Если хотите классический вариант, тогда просто пропускайте. Руками или ложкой перетираю сахар вместе с цедрой, чтобы активировать эфирные масла. К сахару добавляем 2 яйца и хорошо перемешиваем венчиком до появления легкой пены. Добиваться полного растворения сахара не нужно. Дальше нам понадобится 250 граммов кефира комнатной температуры. К нему добавляем 1 чайную ложку соды и хорошо перемешиваем до появления пены и увеличения в объеме. Лучше использовать емкость побольше, чтобы пена не переливалась через края миски. И как только кефир увеличился в объеме, добавляем его к яичной массе. Сюда же добавляем 60 граммов растопленного, но не горячего сливочного масла. И хорошо перемешиваем венчиком до полной однородности. Дальше постепенно просеиваем 320 граммов муки и хорошо перемешиваем венчиком после каждого добавления. Духовку я уже включила разогреваться до 180 градусов. Слишком долго перемешивать не нужно. Как только масса станет однородной, тесто готово. Если перемешивать слишком долго, то пирог может получиться сухим и плотным. В итоге получается вот такое гладкое и достаточно густое тесто. Оно должно лениво стекать с лопатки плотной широкой лентой. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 22 см. Также подойдет и 20 см. Дно и бортики я смазала сливочным маслом и присыпала небольшим количеством муки. Выливаем готовое тесто и распределяем его по всей форме. Теперь подготовим яблоки. Нам понадобится 2 яблока среднего размера. Очищаем их от кожуры. Удаляем сердцевину и разрезаем на 4 части. Затем на внешней стороне каждой четвертинки делаем параллельные надрезы, не прорезая до конца. Во время выпечки эти надрезы раскроются и украсят пирог, а сами яблоки лучше пропекутся. Выкладываем их сверху на тесто надрезами вверх. Слегка вдавливаем, но не глубоко. В процессе выпечки тесто поднимется и само частично покроет яблоки. Вместо яблок также можно использовать грушу, персики или абрикосы. Выпекаем пирог в разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Если используете форму меньшего диаметра, тогда время на выпечку может понадобиться чуть больше. Мой пирог уже готов. Готовность проверяем деревянной зубочисткой в месте, где находится тесто. Она должна оставаться чистой и сухой. Даем ему немного остыть. Затем проходимся ножом по краю и снимаем форму. По желанию сверху можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Ссылку на рецепт глазури оставлю в описании. В моей семье такой пирог любят есть, пока он еще слегка теплый. Нежное тесто идеально сочетается с сочными яблоками, а лимонная цедра делает пирог еще ароматнее и вкуснее. Это очень простой рецепт домашнего пирога из яблок, и в составе только самые доступные продукты.
Обязательно попробуйте приготовить и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!